Значит, почему возник такой вопрос? Потому что улицу пригородная делали в прошлом году, да? Вот она до настоящего момента находится просто в разрушенном состоянии. Там не то, что ездить, там ходить невозможно. Вот, и спрашиваю тех, кто делал монтаж, значит, тех работ, которые выполнялись в прошлом году, они четко говорят, что у нас в сметах, у нас в контракте не было заложено благоустройство, и администрация озвучила, что будет сделано в следующем году. Следующий год наступил, я так понимаю, никаких работ по восстановлению там сделано не будет. Поэтому, что касается вот этой улицы, скорее всего, будет то же самое, как и там. Это так не будет, я говорю, на смете, все, значит, благоустройство предусмотрено в этот раз. В тот раз, да, было со смету, возможно, не предусмотрели, кто там занимался, но в этот раз восстановление благоустройства, то, что будет заложен сметный расчет. Суммы недостаточно? Нет, сумму, конечно, недостаточно, я говорю, не хватит, на улице Чернышевского. Если, конечно, дали 2 миллиона, мы сделали Краснодонцев бы сделали в улице Чернышевского сразу. А здесь миллион, вот сейчас на проектную работу, значит, из этого миллиона, где-то 62 тысячи на проектную работу у нас станут. Но остальное все уйдет как раз вот на что хватит этого миллиона. Смета пока. Насколько на комиссии, по-моему, звучало, пока не бюджет, что они сейчас просят просто передвижку, они из этих денег хотят часть денег выделить на проектирование нового объекта, который раньше не был заложен. То есть сейчас пока речь не идет о том, что будут они после того, как проектирование делать. Это вот уже к проекту вопрос будет. В том проекте будет заложено благоустройство. А сейчас они просто просят деньги, у них нет строчки передвинуть на проектирование. Вот, наверное, вы... Я не помню, я хотел услышать, но Алексей Игнатьевич почему-то это не говорит. Потому что он говорит немножко по-другому. Мало того, там еще есть этот самый вопрос. Мы на комиссии обсуждали вообще программу, изменение программы. И в данном перечне... Ну тогда где тогда это? Где продолжение? У нас сейчас такие вопросы, передвижки, все остальное мы на нашей. Если нам сейчас начать миллион условий, нам нужно выполнить проектную работу. И мы просим в том числе посмотреть. А там будут делать проект, они должны проект учить благоустройство. Все. Отдельная смета. Если других вопросов нет, есть предложение. Да. Я хотел бы задать вопрос параллельно. На заседании комиссии мы поднимали вопрос по старой части Кстовов по водоснабжению. Будет ли точно проектирование вот, в рамках финансирования этой программы, в том числе и по старой части Кстова? Я отвечу на этот вопрос. Вопрос в чем? Проектирование будет. Там надо вносить изменения в эту программу развития. Там нужна передвижка денег. Это 28 июня мы этот вопрос на 28 вынесем. И все, вам подробно изложим. То, что в этом году старый Кстов будет с водой, вот то, что нам предписали Григорьевич лес, я вам обещаю. Против этого никто не возражает. Там нужна передвижка по деньгам, по бюджету. Поэтому к этому заседанию мы, к сожалению, поздно занялись этим вопросом. Мы не успели 28 июня, вопрос по старой части Кстова будет вынесен на городскую думу. Ну, все, спасибо. Если других вопросов нет, есть предложение согласовать изменения по программе. Развитие систем водоснабжения. Кто за, прошу голосовать. Спасибо, единогласно. Спасибо, Сергей Ильич. Следующий вопрос. О внесении изменений образования городской населения Кстова. Докладчик Владимир Евгений Георгиевна, я краткое вступление, что помните, да, мы вносили изменения. Идем по процедуре. Сначала мы с вами прорабатывали прилагаемые изменения в устав, потом мы провели личные слушания. Сейчас мы должны изменения. Пожалуйста. Я доложу. Уважаемые депутаты, наше законодательство постоянно совершенствует систему местного самоуправления, и, естественно, наш устав должен противоречить действующему законодательству. Непосредственно изменения у нас коснулись вопросов местного значения. Мы приняли статью 7 устава «Вопрос местного значения поселения».
соответствии с статьей 14 закона 131. Если хотите, я могу зачитать каждый вопрос отдельности, какие именно изменения были внесены. Но перед вами есть табличка, где все это расписано в старой редакции, в новой редакции. Вот. Это по вопросу местного значения. Кроме того, нам было рекомендовано, как нашей городской прокуратуры, так и департаментом правовой Нижегородской области, исключить из устава статью 28 председателя городской думы как должность, поскольку в соответствии с статьей 36 пунктом 3 131 федерального закона глава местного самоуправления, избранный представителем органом из своего состава, исполняет обязанности председателя городской думы. То есть он не является, не замещает должность председателя, а именно исполняет обязанности. В соответствии с этим, если будет исключена статья 28 председателя городской думы, исключается статья 29 полномочия председателя городской думы. Полномочия председателя будет дополнена статья 39 полномочия главы города второй частью, где будут прописаны те полномочия, которые глава города исполняет как председатель городской думы. Также у нас добавляется статья 39.1, которая регламентирует избрание главы города. И статья 47, которая касается контрольно-счетных органов. В связи с вступившим законом в силу 6-м федеральным законом мы вносим эту 47-ю статью, который контрольно-счетный орган будет являться самостоятельным органом местного самоуправления, как у нас предусмотрено в статье 22 устава. Вот, в принципе, наверное, все изменения. Изменения эти были. Какие-то изменения у нас были предложены депутатом Зиминым, вынесены на публичные слушания. Проект перед вами. Единственное, я только хотела бы еще устно внести, поскольку вчера уже все проекты были распечатаны на депутатов, копии проектов, и в 5 часов вечера позвонила в Министерство внутренней политики и попросила немножечко поправить, а именно 1.12, пункт 10.1, который мы вносим, закончить не установленным настоящим федеральным законом, а установленным законом от 6.10.2003 года за номером 131. Далее, пункт 1.13, что глава города исполняет свои обязанности как на постоянной, так и не на постоянной основе. Они просят заменить формулировку на постоянной или не на постоянной основе. Далее, 1.14. Часть 2 статьи 39 полномочий главы города изложить в следующей редакции. Заменить вот эту фразу, что статью 39 дополнить второй частью в следующей редакции. Ну, то есть такие технические, немножко формальные указали они нам, чтобы мы это поправили. Как бы юридического значения большого не имеет. Я устно просто озвучу, чтобы мне девочку заново не делать этот проект. Опять же, вот этот проект был согласован с Министерством внутренней политики. Как бы никаких вопросов больше и никаких претензий не поступало. У меня там есть вопросы. Пожалуйста, вопросы. Предлагаю исключить из пункта 1.11 предложение заместители председателя избираются тайным или открытым голосованием по решению депутата городской думы. То есть исключить слова «или открыто», после голосования поставить точку и также исключить решение депутата городской думы. То есть вы хотите, чтобы только тайным голосованием было? Совершенно верно. А для чего? Значит, у нас как минимум один заместитель председателя городской думы уже избирался тайным голосованием. Значит, каким-то образом поменять этот порядок, моя точка зрения, нецелесообразно. Мы доверяем друг другу, каждый из нас, я так понимаю. Надеюсь, никакого давления в этом случае не будет. То есть все будут нормально голосовать за того кандидата на эту должность, который считает необходимым. А не проще прописать в регламенте, да, что тайное голосование избирается? Не в уставе конкретно ставить тайное голосование? Я предлагаю поставить именно в такой редакции только тайным голосованием, значит, и за это проголосовать. Спасибо. Вопрос?
здесь следующее. Никто не отменяет того, что активно провести открытым, ради Бога, закрытым, ради Бога. Мы это принимаем не от того, чтобы призвать до следующего события. Боже упаси, мы принимаем это на все время. Закон, мы в первую очередь придерживаемся закона 131. Закон ограничений не накладывает о том, что проводить только тайное голосование. И поэтому, если мы напишем, что такое тайно, а закон предусматривает, что это можно проводить еще и открытым голосованием, то ради Бога, закон должен измениться. И следующий момент, который есть, нам никто не будет, не вернее, это самое, если мы будем избирать второго заместителя, принять решение, что будет он избираться тайным голосованием. Точно так же, как первый заместитель. Все, ради Бога. Но мы не под какого-то конкретного человека. А закон нам Ну да, вот к этому хотел, что в принципе 131 предусмотрено, мы это можем оставить, а уж потом решение доверяем, значит, мы себе связываем в 131 все равно еще я вопрос по дате. Евгений Георгиевич, у нас публичное слушание каким решением назначается? Конкретно По какие этим слова? изменениям? Какой дата? Шестое, нет, не мая, а начало апреля, по-моему, У нас если не это было ошибаюсь. решение. 16 апреля, по-моему, Дума была, да. Нет, это решение городской думы же было, да? Да, решение городской думы, прошу прощения, 12 апреля у нас была городская дума, 12 апреля. 26-го, понятно. У нас 12 и 26 было. Не помню сейчас дату решения. 12 и 26. Если хотите, я могу уточнить точно. Так, еще какие-то... Я бы хотел все-таки настоять на моем предложении и конкретно, учитывая то, что мнения разошлись, все-таки проголосовать. Все-таки именно проголосовать. Тайно или тайно и открыто. Я не накладываю. Как 131 просьба про этот пункт, как включить 131? Наизусть я не скажу, но он не указывает конкретно тайным или открытым голосованием. Надо голосовать это на выбор депутатов в соответствии с регламентом городской думы, в соответствии с документом. Главу города можем избирать? Нет, глава города у нас тайно избирается. У нас и в регламенте тайное прописано. Нет, в регламенте И 131. в уставе тайное Да голосование. что, 131 закон. Нет, давайте посмотрим. Что пишут. Давайте посмотрим. Я сейчас пока не могу сказать наизусть. Значит, в 131 оказывается ничего не сказано, тут подсказывает юрист. Эдуард Ильгизович. Опять же, если память не изменяет, там указано, что в соответствии с документом, утвержденным представительным органом. Ну, то есть, как представительный орган пропишет в своем В регламенте, 131 законе этого нет, как нам говорят, не регламентируется. тайным или открытым, Да. а у нас другого нету третьего. У нас или тайное, или открытое. Ну, там написано или нет? Там написано, что в По соответствии... решению, что написано? По решению, найди закон возьми. Ну, сейчас принесем. Ну, подождите, у вас там есть. Теперь Владимир Вячеславович. Как находите? Я показать, да? А потом снял. Да, Ну, пока у нас юрист ходит, я уже всегда со стажем могу сказать, что и председателя, и заместителя лучше выбирать тайным голосованием. Поэтому Сергей правильно говорит, что надо этот вопрос поставить на голосование. Давайте проголосуем, все. Закон трактует так и так. Предложение поставить именно вот эту формулировку тайным или открытым на голосование. Зачем мы с вами сейчас связаны? Зачем? Ничего не связано. Предложение сделано, давайте голосовать. спасибо, да. Да, я все-таки хотел бы поддержать эту позицию, что в уставе должно быть и так, и так. Потому что вот мы сегодня, например, решим, что надо выбирать тайно. Следующий состав придет, решит, что надо выбирать открыто, и опять начнет вносить изменения в устав, что там все будет открыто. Через созыв опять, ну то есть надо дать просто возможность каждому созыву выбирать или так, и уже своим решением. То есть в уставе оставить, я считаю, надо все-таки возможность. Можно маневр. Да. Гипотетически предположить, что очень многие люди зависимы.
И когда мы голосуем открытым голосованием, эти люди не могут изъявить свою волю. Тогда давайте депутатов выбирать, соберем вот, там старую часть Кстова, и кто громче крикнет там. За Сидорова, значит за Сидорова, за Петрова, значит за Петрова. Почему мы лишаем возможности высказать свое право? А сейчас мы всех людей, вот выбирали заместителей, там утверждали. Я с людьми разговаривал, не буду называть. А мы не хотим просто отношений. Выбирали тайну? Не тайно, нет, не тайно. Открыто голосование. Можно здесь тоже прокомментирую свою позицию высказать. Но уж если мы хотим, чтобы эти решения принимались максимально демократично, да? Вы поймите, коллеги, которые говорят, что оставить так и так. Когда депутат будет вынужден поднять руку за принятие решения тайно голосовать или открыто, он уже показывает свое отношение к этому вопросу. Это во-первых. И за принятие голосовать тайно, понимаете, да, о чем здесь речь, прекрасно понимаете. Вот. Я единственное, если вот чисто если все-таки про документы вернуться к нашим уставам и регламентам, наверное, не соглашусь с тем, что внося изменения в устав, вот так любые, да, что это мы облегчаем работу любому составу городской. Наверное, все-таки усложняем. Вот Олег Владимирович, вы говорите, что вдруг другой состав захочет, Кто им не обещал. ему придется вносить изменения в устав, пройдя через всю процедуру. Если в регламенте изменения вносить, ну это совсем проще, порядок и так далее. Это просто мое мнение и факты, которые есть. Так, вы сейчас... Да. Я еще раз повторю, давайте не привязываться к какому-то конкретному человеку, к какой-то конкретной ситуации. Документ должен, как любой закон, он должен быть на времена и не привязываться вот к этому составу. Будут другие люди. Нам никто не запрещает, еще раз повторяю, никто не запрещает, как это прописано, там 7 человек выходят или там самое предлагают, голосуем тайно или не тайно. Решили так, решили так. Можно даже больше того, если есть сомнения какие-то по следующему, давайте сейчас тоже можно принять это решение, потому что следующий заместитель будет избираться только на тайном голосовании. Все-таки может быть. Вы здесь не говорите, потому что еще раз повторяю, еще раз говорю, что есть люди, которые сегодня могут там по работе зависеть от тех или иных решений. И они не смогут свою волю выразить, потому что они в силу определенных обстоятельств. Вот этот человек возьмет и поднимет руку о том, что я не хочу голосовать, давайте сделаем тайное голосование и проголосуем. Тайно это. А что мешает тайно? Вот когда мы голосуем тайно, что мешает этому человеку выразить свою волю тайно? Какая разница? Ему уже не надо ни о чем говорить. Он ничем не обременен, он просто голосует и голосует. Как он считает нужным голосовать. Никто на него там не давит. На меня давят тем, что я хочу голосовать открыто, а мне говорят тайно только. Тогда на меня давят. Вы на одну сторону придете, а я на другую. Нет, можно проголосовать тайно, и эта тема озвучит. Вот я проголосовал тайно, вы озвучили, Поставить вопрос на голосование, проголосовать и пойти дальше по повестке дня. Поступило предложение дискуссию по этому вопросу свернуть и поставить на голосование, то есть два предложения. Есть предложение этот пункт оставить, как он сейчас в изменениях предлагается, то есть и тайным, и открытым голосованием. И второе предложение, Сергей Ильич, сформулируйте, рабочий пожалуйста. Только тайным, да? Только тайное голосование. После оставить тайное голосование, поставить... Идея-то понятна. Другие предложения есть? Голосование. Других предложений нет. Тогда по мере поступления, первым считаем, что это предлагаемый проект изменений. И Сергей Борисович, вот, второй по порядку поступления. Тогда кто за первое предложение, прошу голосовать. Еще раз. И так, которое первое, это то, что было предоставлено в проекте. Поздно. Мы будем заслушивать информацию? Или продолжим голосование? Нет, слушай, давай. Давайте заслушаем. Евгений, Я могу так сказать, что 131 закон конкретно не регламентирует, как избирается и глава, и председатели, да, и заместители. Он это дает на откуп уставу. То есть главу тоже можно открытым избирать? Можно. Ну вот видите, так что... Давай ты главу открытым. Ты голосуешь.
Да. Первое предложение. Кто за то, чтобы значит, оставить без изменений данный пункт и голосование оставить как тайным, так и открытым? Кто за, прошу голосовать. Так, посчитайте, пожалуйста. Кто против? Кто воздержался? Стоит задуматься. Так. Сколько у нас получилось за? 10-6-1. Проходит данное решение. Второе предложение. Кто за то, чтобы оставить только тайным голосованием? Кто за, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Какие результаты? Решение принято. А в связи с этим вопросом, что это? А вот главу администрации тоже можно, когда открыто? Зачем тайно все? Всех хвалить Глава открыто. администрации? Да, глава администрации мы сейчас. А у нас прописано в положении. Ну, мало что у нас прописано, сейчас внесем изменения. Да, Будем что, говорить когда всех, внесем, да. тогда будем разговаривать. Пока еще у нас тайным избирается глава администрации. А потом депутатов тоже вечер будем проводить, да, как в Нижегородской. И будем кричать, кто громче крикнет, того и выберем. Труп продадим. Там в это как. Так, Я коллеги. что-то не пойму, зачем вот это вот все, когда одно дело вы вечер собираете на все Я вот тоже что-то а не другое пойму. дело Вот я тоже 26 что-то не пойму, зачем этот вопрос? Так, давайте. Потому что Нет, у нас, значит, смотрите, у нас разногласие вызвал один пункт изменений в устав. Поэтому я ставлю на таким образом. Решения поэтому изменения разделились. Значит, голосов не хватает, поэтому я предлагаю проголосовать остальные изменения, точнее, я спрошу, изменения другие в устав. Ни у кого предложений, дополнений, замечаний нет. Вот. Я предлагаю проголосовать за изменения в целом, кроме данного пункта. А следующий пункт отправить в разработку, потому что слушатели не на работу, а на следующее голосование, может там больше людей будет. Да, то есть мы можем к этому вопросу вернуться. То есть кто за то, кроме пункта 1.1? 1.11. Значит, кто за изменения в целом в устав, прошу голосовать. Кто за? Значит, за изменения в целом. Кто против? Кто воздержался? Изменения в целом приняты, а к этому пункту мы всегда с вами сможем вернуться. Двигаемся дальше. Вопрос об утверждении отчета в исполнении бюджета городского управления Кстовской за 2011 год. Докладчик Шипунова, Наталья Владимировна, пожалуйста. Уважаемые депутаты, на ваше рассмотрение выносится отчет об исполнении бюджета городского поселения за 2011 год. За 2011 год в бюджет городского поселения поступило доходов в сумме 349 миллионов 879 тысяч, в том числе по видам доходных источников. Налога на доходы физических лиц поступило 106 миллионов 748 тысяч рублей. Налога на имущество физических лиц поступило 2 миллиона 930 тысяч рублей. Земельного налога поступило 172 миллиона 937 тысяч рублей. Доходов, получаемых от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступило 49 миллионов 828 тысяч. Доходов от продажи земельных участков поступило 6 миллионов 614 тысяч рублей. И безвозмездные поступления исполнены в сумме 10 миллионов 300 тысяч. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 309 миллионов 683 тысячи рублей. По общегосударственным вопросам расходы составили 34 миллиона 722 тысячи рублей. По разделу национальной безопасности и правоохранительной деятельности 578 тысяч рублей. По разделу национальная экономика 3 миллиона 136 тысяч рублей.
По разделу жилищно-коммунальных хозяйств расходы составили 211 миллионов 392 тысячи рублей. По разделу образования расходы составили 9 миллионов 228 тысяч рублей. По разделу культура 15 миллионов 439 тысяч рублей. По разделу социальная политика 21 миллион 305 тысяч рублей. По разделу физическая культура и спорт 11 миллионов 548 тысяч рублей. По разделу средства массовой информации 2 миллиона 335 тысяч рублей. Спасибо. Того вопроса закончим, пожалуйста. Я, может, неправильно понимаю, мне просто пояснить. На 1 января 2012 года доходы и расходы отличаются с тем, что у нас, мы говорим о факте, да, то есть то, что восполнено. Да. Еще вопросы есть? А вот как сметная документация на строительство новой бани 602 тысячи, там что сделано? Если честно, уже хотел посмотреть. Там были, по-моему, вот брали пробы почвы, можно ли там ставить, в таком же пробе, то есть там связано с геодезией. Можно предложить? Следующее заседание на комиссию. На комиссию достаточно. Сразу вопрос администрации. А мы что будем делать? У нас есть участок по новой бане, и старую баню. Первый. По мере подготовки готовности проекта, выполнения решения, там, проект дорогостоящий, в какой момент приступать к строительству бани? Да, не стоит ли? На многие факторы зависит. Как это там будет? Так, еще есть какие-то вопросы? Хочу просто уточнить для сведения. Вот 2608, вот эта программа переселения граждан, если неудобно для проживания во время жилого. То есть, а что конкретно там было выставлено? Приобреталась квартира за 2,5 миллиона для детей, для сирот. И на 120 тысяч там. То есть, а нет вот приезжали, или это просто приезжали? Сейчас решается вопрос по площадке. Ну давай, а вот 340 это у нас с теми деньгами, которые нам выделяла область, да, на дороги, там, на программу устройства. А можно подготовить тоже заседание городской думы, по старой части Кстова, там делали две дороги. Всю документацию, начиная от конкурса, кончая актом выполненных работ и финансовых документов про проплату. Можно, да? Комиссия. Да, комиссию посмотрим. Спасибо. Если других вопросов нет, есть предложение утвердить отчет. Кто за обсуждение отчета об исполнении бюджета городского совета города Кстова за 2011 год, кто за, прошу голосовать. Следующий вопрос. О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета городского совета города Кстова за 3 месяца 2012 года. Значит, за первый квартал 2012 года в бюджет городского поселения вступил доход в сумме 103 миллиона 315 тысяч, в том числе по видам доходных источников. Значит, налог на доходы физических лиц 25 миллионов 113, налог на имущество физических лиц 364 тысячи, земельный налог 63 миллиона 696 тысяч рублей, доходов, получаемых от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступило 11 миллионов 898 тысяч рублей, доходов от продажи земельных участков 975
тысяч рублей. Безвозмездные поступления исполнены в сумме 117 тысяч рублей. Расходная часть бюджета выполнена в сумме 57 миллионов 272 тысячи рублей. Значит, в том числе по общегосударственным вопросам 9 миллионов 349 тысяч рублей. По разделу национальной безопасности и правоохранительной деятельности 112 тысяч рублей. По разделу национальная экономика 22 миллиона 900 тысяч рублей. По разделу жилищно-коммунальное хозяйство 10 миллионов 307 тысяч рублей. По разделу образования 211 тысяч рублей. По разделу культура 4 миллиона 796 тысяч рублей. По разделу социальная политика 1 миллион 992 тысячи рублей. По разделу физическая культура и спорт 7 миллионов 130 тысяч рублей. И по разделу средства массовой информации 475 тысяч рублей. Нет. Спасибо. Вопросы? Хотел бы уточнить вот расходы по МДУ, МФЦ, то есть это многофункциональный центр, 470 тысяч рублей. Чем вообще они занимаются? Значит, они чем занимаются? Сейчас у них есть две программы. Вот, одна вот программа по налогам, она довольно интересная. Сейчас, то есть, ну, помимо этого, сейчас они адресной программой занимаются, которая нам необходима в городе, они ее должны закончить в ближайшее время. И потом вот эта вот программа по земельному налогу, по, как скажем, мониторингу земель города, она довольно-таки интересная. Вот если, но она, как бы скажем, когда ее приобретали, она была немножко недоработана и не хватает там информации. Приходится все ножками. Вот этим они занимаются. Если эту программу мы запустим, то да, мы будем контролировать весь город, собираемость налогов и прочее. Пока она не работает. Но сейчас они заканчивают адресную программу, которая необходима и для архитектуры, и для фигуры. Тогда еще вопрос, то есть, в качестве уточнения. То есть, вот здесь вот в разделе национальной экономики стоит 106 тысяч на разработку адресного плана промышленной зоны города Кстова. Насколько я понимаю, это не МБУ, МФЦ. И также по разделу жилищно-коммунального хозяйства еще есть такая адресное хозяйство 350 тысяч рублей. То есть не совсем понятно расходы. То есть на одни и те же цели три позиции. По разделу, значит, вот где 0503 адресное хозяйство, это установка табличек на дома и на улицы города. По разделу, какой вы еще сказали? Национальная экономика, разработка адресного плана промышленной зоны. Насколько я знаю, там был аукцион, Да. и там не МБУ, МФЦ выиграл этот аукцион. Это проводила И занимается адресным планом совсем другая компания, которая, не та, которая борется с Кадиш. Здесь немножко другое. МФЦ занимается одним, а эти работают. Вот как раз вот Эдуард Юрьевич сейчас сказал, что разрабатывают адресный план, там, ну и так далее. Непонятно, когда вот это. МФЦ занимается в основном по пополнению земельного налога. То есть они сейчас создают базу по земельному налогу конкретно. Они ходят, делают, значит, сверку с налоговой инспекции, в кадастровую палату. То есть вот именно уточняют все вот такие моменты. А то, что касается адресного плана промышленной зоны, это занимается у нас отдел архитектуры и градостроительства. Хорошо, сколько они уже существуют, это было? 2 или 3. Можно есть лишний вопрос, что будет? Я тоже прокомментирую. На самом деле, ряд депутатов уже получали предложения, в частности, Ковы Наталья Викторовна и многие другие задавали вопрос, и предложение будет, наверное, в ближайших каких-то заседаниях сначала президентской комиссии, там, соответственно, городских дум, провести некий мониторинг, все-таки, чем занимаются те или иные бюджетные учреждения нашей администрации. То есть, взглянуть свежим взглядом, то есть, нового состава городской думы, какие-то внести предложения, какие-то, может быть,
замечания. То есть это в ближайшее время будет рассмотрен. Наш вопрос, а в основном с этим, чем, кто занимается, что кто делает, какую пользу приносит, а может быть где-то какие-то вещи не дорабатывают. Да, Евгений Ильич, у вас вопрос. У меня вот вопрос, может, или как вопрос к прокуратуре. Владимир Иванович, вот, мы смотрим, у нас пояснительная записка, вот просто ее какая-то правовая, скажем, основа при принятии решения, да, вот, по изменениям бюджета. Я просто читаю, значит, общество слепых 45 тысяч рублей. Расходы по МБУ КУМ города Кстова 27. Здесь конкретно написано, не нужно говорить сам. Не, я другое. Хоккейный клуб «Ровесник». То есть я о чем? То есть у нас перечисляются, я так понимаю, организации, которым мы предоставляем субсидию из бюджета. В одном случае здесь организационно-правовая форма видна в строке, в другом какое общество? Общество слепых, там общество ходячих, там общество стоячих. То есть это корректно? Как вы считаете? Либо это правовой основе, И последствия этого или в природе, да? есть пояснительная записка. Это не решение, это не постановление, пояснительная записка. Для чего стоит в трибуне представитель администрации, который и разъясняет, и поясняет. Что имели в виду, да? Что имели в виду? Нет, ну здесь тоже сразу. По большому счету могла быть сухая таблица субсидий. Коммерческий вариант. Я другое говорю. Мы перечисляем, здесь идет отчет о расходовании бюджетных средств. Я так понимаю, это все юридические лица. У них есть какая-то организационно-правовая форма. Правильно? Вот, например, хоккейный клуб «Ровесник». На комиссии Эдуард Ильич правильно сказал, что мы, например, не можем выделять субсидию там бюджетным учреждениям. Правильно? Да? Да. Вот. А вот здесь вот хоккейный клуб «Ровесник». Что это такое хоккейный клуб «Ровесник»? Нет, напишите там ОНО, там. Все-таки это депутаты, ну, нет, администрация, да. То есть это не какие-то записульки бабушки, там, это просто некрасиво выглядит. Да. А хотелось бы узнать, вот на строительство ФОКа 230 тысяч потрачено, это что? Что за сумма, да, и что Там сделано? тоже, значит, брали анализы Какие? проб, не совсем. Диалогию делают. Диалогию. Да, диагнозы. Если нужно, подтверждающих документов всегда можно представить. У нас стоит задача по ФОКу подготовить площадку. Вот, значит, при формировании бюджета деньги на это выделены, там несколько видов работ подготовки, там вынес кабель какие-то и так далее. Вот сейчас, значит, ну, можно, конечно, более детально попросить администрацию, наверняка покажут, ну, может быть, исследовать как кабель, может быть, грузы какие-то. Просто понять, да. В прошлом году 150 тысяч. В прошлом году 150. Насколько я помню, изыскательские работы проводили в прошлом году. 150 тысяч. А вот 230 вот тоже изыскательные. Коллеги, еще по отчету есть за первый квартал какие вопросы? Если других предложений нет, есть предложение принять к сведению отчет о выполнении бюджета городского управления города Кстова за первый квартал 2012 года. Кто за, прошу голосовать. Одногласно, спасибо. Двигаемся дальше. Следующий вопрос. О внесении изменений в решение городской думы города Кстова от 29.12.11 номер 325. Это изменение бюджета. Докладчик, Так, в этот раз достаточно большое количество предлагается изменений. Тут, наверное, на усмотрение депутатов может быть по той же пояснительной записке пройти по вопросам, экономия времени. Потому что есть ряд технических изменений, там, сократить строку в связи с изменением бюджетного кодекса, да, бюджетной классификации. Интересно, будет считать, задаст вопрос.
Вы все было время знакомиться, естественно, с документами заранее, поэтому давайте по вопросам, если нет других вариантов предложений. Так, пожалуйста, вопросы тогда по предлагаемым изменениям. Коллеги, если вопросов нет, я тогда сейчас буду... Да. Вкратце, в чем изменение того, что было? Потому что было... Принято то-то. Там есть технические, а вот за счет остатков на счете, за счет остатков на счете. У меня вопрос по организации уличного освещения. 35 тысяч кредиторская задолженность за прошлый год, это Керенский, там просто документы предоставили нам 26 декабря, когда у нас уже казначейство документы для исполнения не брало. Еще, пожалуйста, вопрос. Я постоянно так вот не тороплюсь голосованием, что вопрос важный. А вот администрация брала на себя обязательства, недоиспользованные в прошлом году денежные средства. Что у нас получается? У нас депутаты меняются, да? А территории остаются. И вот у некоторых депутатов остались недоиспользованные денежные средства. Администрация говорила о том, что эти денежные средства за счет остатков будут учтены и так далее, и так далее. Я знаю, депутатов слово там остались деньги. Ну, не депутатов слово, а вот на округе. Здесь, Александр, вы хорошо знаете эти денежные средства. Мы сейчас Не, с вами знаю, отправим любую адресную программу по благоустройству и направим. И учесть, что вот там, предыдущего созыва какие денежные средства будут, учесть это при составлении адреса. Другого механизма ни администрации, ни нас с вами. Нет, я все это понимаю. Я говорю о том, что администрация как-то... Они, наверное, будут формировать это предложение администрации сейчас. С прошлого года там недовыполненные обязательства. Из-за того, что там планировалось там потратить там, на школу, в прошлом году тратить не могли, и потом плавно довели до конца года и так далее. Сейчас будет задать вопрос по школам. Если вы его примете, то по школам у меня будет порядок. И еще вопрос. Перед главой администрации мы говорили о том, как исполнитель хотел посмотреть все-таки адресный список по областному благоустройству территории. С учетом всей финансовой по дорогам, да? Без вопросов. Может быть, я прокомментирую несколько, и снимется ряд вопросов. Мы должны послушать, но когда про нашу программу. Я про нашу программу. Ну, речь идет об часто тоже вопрос часто задаваемый вопрос, значит, когда, в какой момент и в каком виде мы с вами будем утверждать адресную программу благоустройства территории, то есть, ну, включающую в себя как проектирование там дворовых проездов, детские площадки, контейнерные площадки. Ну, наверное, есть приложение в июне уже эту работу начать. Сначала выносим президиум, потому что в июне будем с этой адресностью наконец-то определиться. Потому что мы сейчас понимаем, что мы вошли в программу по дорогам, понимаем, сколько там осталось денег у нас на это. Ну, надеемся, что там идет жесткая процедура отбора, 59, 54. 52 района, да. 34. Мы пока в нет. этом количестве нас не отсеяли, мы надеемся победить, получить обещанные нам денежные средства. Какой сумме еще пока не известно. Поэтому и в июне, наверное, справедливо уже торопиться надо, на самом деле. Нет, но все будет зависеть от того, сколько на Вам по дорогам. аукционы, да, и, грубо говоря, опять Декабре положено.
в декабре будем опять ложить асфальт. Вот из важных, все-таки, чтобы было тоже у депутатов понимание, из важных изменений, которые достаточно бурно обсуждались на комиссиях и так далее, значит, здесь какие? Например, пункт 8. Это за счет остатков на счете, вы можете посмотреть. Значит, здесь идет речь о покупке автомобилей. Здесь идет речь о покупке 2 автомобилей. Один автомобиль предполагается приобретать, значит, он тоже достаточно давно фокусируется, для использования его спортивными организациями города. То есть для того, чтобы они могли нормально, цивилизованно возить детей на соревнования и так далее. Марка автомобиля здесь предлагается Volkswagen. Значит, это микроавтобус, пассажирских мест там 18 плюс 1, по-моему, по техпаспорту, так она звучит. Значит, соответственно, это практически универсальная машина, для всех видов спорта будет входить. И вот в процессе обсуждения комиссии, значит, такое звучало предложение, которое обсуждалось и было комиссией вынесено, что алгоритм, значит, приобретается этот автомобиль, идет в МВУ благоустройство, там он содержится, и, значит, по предварительным заявкам на определенный период, положительный месяц, то есть в начале месяца, точнее в конце предыдущего месяца, на следующий, подаются заявки в отдел по спорту с Апыной Еленой Владимировной, и, значит, согласно этого графика закрепляется по дням какой спортивной организации или федерации. То есть, чтобы было цивилизованно, без драк, мне сегодня надо и мне завтра надо, будут все ездить по заранее предоставленным заявкам. А второй автомобиль, тоже на комиссии бюджетной это звучало.